Всем привет! Всех приветствуем на берегу реки Бердышка 30 апреля 2022 года. Вечер, сколько, наверное, 19 с чем-то уже вечера, да? Да. Сидим, вот такой полный штиль, развели костерок, вышли вот от дома на берег Бердышки и снова решили побеседовать там, ответить кое-какие вопросы, поговорить о вечных проблемах, о наших и ваших собаках, что мы хотим от них и каких мы хотим, да, Миш? И как они появились? И Вот как, уже несколько раз мне задают вопрос. и как они появились, русско-европейские лайки, да, тебя спрашивают? Да. Вот у Вот, Михаила Михайловича. много лет назад на состязаниях я познакомился с Игорем Сидоркевичем. Я видел работу кобеля. Он происходил от Байкал-Чарыш. Он работал манерно, работал с умом. Тогда он получил в одиночку диплом второй степени кабан и диплом второй степени медведь. Вот я познакомился тогда с этим парнем, и я спросил, от кого у него этот кобель. У него и до этого был тоже кобель от Байкал-Чарыша. Он очень сильно о нем отзывался. Кобель показывал серьезную работу. И на этих состязаниях также присутствовал Игорь Сидоркевич. Вот мы там с ним и познакомились. После этого я увидел работу Чарыша. На этих состязаниях Константинович поймал несколько диких кабанов от 70 до 90 килограмм. По-моему, их было штук 6. И вот один из них был секачик, такой килограмм 90, он был самый сложный. 3 свинок подломали собаки, поставили этого свежего секачика. Был очень агрессивный, гонял людей, собак. И Игорь, по-моему, то ли второй, то ли третий шел по этому секачику. Вернее, Чарыш. Быстро нашел, поставил буквально там через минуту. И вся работа происходила плотно. Этого секачика он постоянно атаковал, но так и не мог достать Чарыша. Он работал манерно, как боксер. Шла 9-я минута. Зашел Владимир Михайлович Каменков к судьям и говорит, что вы тут сидите? Сидите в беседке, кобель работает уже 8 минут. На одном месте. Пошли, стронули этого секачка. Чарыш идет, одну хватку мажет, и второй хваткой он его садит на задницу. Этот кабан переворачивается. Ну, они дают свисток. И начали мы снимать Чарыша. Чарыша мы снимали очень долго. Там такое было плотное место. Лазняк. И Чарыш ему в паховую область. Ну, разорвал мошонку и вывалил. Да, себя. разорвал мошонку. И снять мы его не могли до тех пор, пока он настолько не подогрел кабана. Кабан упал на ноги. Я на него сел. И мы сняли Чарыша, а кабана потащили, отсадили в вольер другой. Это самая сильная работа, которую я видел в своей жизни. Ему поставили 77 баллов, диплом второй степени. После него был кобель. Я не буду называть его. Ему поставили тоже 76 баллов, на 1 балл всего меньше. Но работа была небо и земля. Кобель тоже сделал одну хватку, но как он сделал? Он шел навстречу, и они сталкиваются. Кабан начинает убегать, он делает одну хватку. Начинаются атаки кабана, и он на дистанции просто лает, 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 лает. Лает и смотрит на хозяина. Отработал 10 минут, хозяин его позвал, и он пришел. 2 диплома второй степени. Позывите. Разница 1 балл. Но работа была небо и земля. Так Чарышу сняли за послушание, а Тому не сняли. Тот, видишь, послушный, тот пришел и набрал Да. баллы. Вот это самое. А Чарышу сколько дали за послушание? 1 балл или сколько? Или 2 балла? Обычно они 2 балла дают. Закончились состязания. Да, я уже не помню, чего мы остались. Ну, наверное, щенков брали тогда у Константиновича. Смотрели тоже. Все, ни одно не пропускали состязания. Постоянно ездили туда и смотрели всех этих собак со всего
бывшего СНГ. Приехал, был там у Константиновича, я не помню, кто приехал, вот бляха, какие парни, и пустили по этому сикачу, что Чирыш ему порвал мошонку, я не помню, 4 или 5. Двух сначала пустили. Ну да, нифига они. Да, так, наверное, было, да. Вот ты помнишь, я рассказывал, я уже так. Давно это было. Но потом еще подпустили 2 или 3. Ну и факт, что они не могут взять этого никак сикача. Потом, по-моему, Борисенок говорит, что ваши эти молодые, пойду я приведу своих стариков, покажу, как надо работать, типа. Ну, а на самом деле кабан агрессивный, у него это мошонка разорвана, яйца болтаются, там все. Он агрессивный такой, шустрый сикачишка, да. И, по-моему, он привел или Дика Каменкова, Дика и Мурена, по-моему, или кого это он еще, или 2, или 1. 2. Да, Дика и Мурена. И вот они, да, эти вот Дик Каменкова, что был, и Мурен, это русско-европеец. И плюс тех 4 или 5. Да, но эти, эти, конечно, старики жестко взяли его сразу в оборот и там забурили его уже, и потом затянули, ухайдохали, короче, этого кабана. Мурен же, ты знаешь, как попал к Борисенку? Ну, он же там кому-то залез и задавил все, там, что живое было в сарае. Да. И тот человек позвонил, говорит Константиновичу, приедь, оплати ущерб и забери эту собаку. Это так Константинович рассказывал. Константинович приехал, оплатил, забрал Мурена. Мне Мурен нравился, да, он тоже работал, ну, грамотно, не то, что там безбашенный был кобель, но он смелый, все, такой классный был кобель, Мурен, да. Вот эти собаки, они появились не просто так. Для того, чтобы их получить, было много потрачено времени, трудов. И вот я благодарен судьбе, что она меня познакомила с Игорем Сидоркевичем. В свое время ездили они по Ярославлю, привозили хороших, серьезных собак. Кто-то погибал, кого-то отдавали. У него были такие собаки, как Самур, Чизгар, Кал-Чарыш, Икар, Майя Уча знаменитая. Ярик. Ну, Ярик, он работал медведя на площадке, но вольного мы лучше это осветим. Был проделан огромный труд, в частности, Игорем Сидоркевичем, Володей Каменковым. Привозились собаки с Твери, привозились собаки с Ярославля, отбирались эти собаки. Мы были как-то на выставке всероссийской, и нам там рассказали за Аяна Лиманова, что очень сильный кобель, как охотник, очень вязкий, достойно работает. Агата Графова и Сойки Рады. Хотел повязать суку Аяном Лиманова, а Игорь мне говорит, Дарду Батовкина. Тот же самый Аян Лиманова, только переставив местами маму с папой и добавь Пышка Шкуранкова. Так появился Чекан. Он появился от ярославской суки, которая шла от Амира Прянкина и Куклы Ермолаева. Их было 3 брата в этом помете. На сегодняшний день из живых только остался Чекан. Вот, еще было, по-моему, было 8 щенков, 8 или 7, я не помню, но сучек поразбирали. Я знаю, что есть еще одна сука, очень сильно работает с этого помета в России. Когда я увидел работу Чирыша Сидоркевича, тогда я повязал Дайну Чирышом, и родилось 3 кобеля, 2 суки. С этого помета в живых остался только Кучум, тому же 12 лет. Алмаз тоже живой. Алмаз тоже живой, да? Ну, уже старый, но живой. Угу. Вот 2 кобеля с этого помета, 2 суки погибли, Шайтан тоже погиб. Сам по себе Чарыш был такого сухого крепкого костяка, рослый кобель. Мне он очень нравился. Действительно достойный кобель, который дал достойных собак. Ну, конечно, не все там собаки получались, но опять же, здесь многое зависит еще от владельца, кому
кому они достанутся. Сам Черыш уже прожил достойно свою жизнь. 13 или 14 лет он прожил. Миша, ну вот скажи, вот мы так говорим в основном о зверовых охотах. Кабан, там лось, медведь. Да. Но и эти собаки тоже дают собак универсальных, которые работают и куницу, и Да. половодных сильно. И есть собаки, с которыми там много добывают и куниц с ними. Ну, кто занимается, дал направление там по пушнине, они работают. Да. Эти собаки. Так я кучумом я занимался с детства. С детства его натаскивал по утке. Он находил куницу. Вот он только белку не находил. А ты идешь, допустим, по лугу, он мне по 4, по 6 норок находил. Бобров он там с ума сходил, там копал. Уток, за этими утками там плавает в этих тростниках, их выгоняет. То есть собака универсальная. Какая должна быть? Вот лайка, она должна быть универсальная. А не то, что вот некоторые собаки вот есть, ну тупо, они не смотрят, голову не подымут вверх, бегут. Там, если наткнуться на след, там кабана или подведешь, вот злоба и все. Да. Да. А так, чтобы вот у меня потомок есть и по линии, как его, Чекана, по линии Черыша. Череша, Кучума твоего, вот. Ну, я в прошлом году начал его натаскивать. Мне, кабана нету, лось не интересен. Это то, что... Я его вот начал в прошлом году норок тут поставил капканы, показал им. Потом куницу они раз загнали, не поняли, там на дерево. А потом второй раз я повел их, нашли там у таких вот вербы по ползряку дуплистые. Там помета было много, и кобель полаял. А потом завтра пошел, думал, капкан поставлю, чтобы им показать. И иду, они работают. Кобель, вот сейчас я что хочу сказать с ним. Вот. Я так не вожу туда, стараюсь, где лось есть его. Но он интересуется, и за косулей уходит, и раз за лосем ушел, черт знает куда, это самое, года не было ему. Вот. Он интересует, но я стараюсь не ходить туда пока, чтобы, мне не интересен лось. Я не хочу, чтобы он лося работал. Но у него задатки все вот эти едят. Он наткнулся первый раз на лося и ушел, чесал за быком, фер знает куда. Вот. А так он вот так вот для пушнины, вот там же сидят такие собаки все, зверовые, кажется, направления, сильно работают крупного зверя. А я с ним хожу, он всю линию у меня быщет, где-то раз ковыряется, прихожу по GPS, вижу, выдра полазила, там все ночью, или норки там походи, все найдет, всю берегу не пропустит ничего. Молодец. Вот мы забирали Аджулю, это родная сестра Черыша. С ней куда ни пойдешь, в каждом кусте что-нибудь да найдет. У нее была проблема, она не вязалась. Поэтому мы ее отдали, а вот люди занимались там куницей, чисто куницей. Она очень много куниц с-под нее добывали. И потом они обращались, говорят, сколько мы ее не вяжем, она не вяжется. А я ее вязал дважды, ни разу не было щенков. Я ее возил и в Минск, брали анализы. Вроде петля, все, выделение. Ветврач говорит, да, она готова. Я говорю, давайте анализ сделаем. Анализ делаем. Она говорит, нет, щенков не будет. Потом я ее возил в Витебск перед вязкой. Тоже они сделали анализ. Говорят, через 3 дня. Через 3 дня я снова ее везу в Витебск, делают анализ. Говорят, вот в течение суток необходимо повязать. Я приезжаю домой, пытаюсь ее повязать даром. Дар не вяжет. Звоню Игорю, уже ночь. Он говорит, приезжай ко мне, поедем на Москву. Убираю Джулю, приезжаю. Игорь там тоже человека вызвал. Сутки на ногах, не спавший, я до Москвы не дотяну. И мы грузимся и едем в Москву. В Москве ее вяжем, и на 12-й, то ли 14-й день у нее начинаются такие кровавые выделения. Позвонил на Витебск врачу, он говорит, она повязана, но это очень плохо.
Если кровавые выделения начались через 2 недели, это говорит о том, либо плод завяжется, либо нет. Не удалось получить от нее щенков. Дал людям, которые занимались только куницей, только пушниной. Много с-под нее добывали. Но тоже сколько они не вязали, ни разу щенков не получили. Володя Каменков большой вклад в русско-европейскую лайку внес в Беларуси. Он привозил с Твери. У него был и Агат, и Загря. Такие именитые собаки. Агат он был пожестче. Загря был очень красивый. 3 года подряд в Москве водил ринги. Но он тоже очень сильно работал. Достаточно жестко работал. Агат погиб под Волком. Вкратце я расскажу. Агат работает. Володя говорит, подхожу, думаю, ну, работает кабана. Подожду немного. И звонит, говорит, везите Захарь. Привозят Захарь, напускают. И они вдвоем работают. Хожу, я вижу, что они волка работают. И волк буквально на глазах режет Агата и Захарь режет. Захарь удалось спасти, а Агата нет. Вот, но Захарь, по-моему, через год тоже погиб. Вот такие были собаки тверские, с Конакова. Вот Ярка тоже, она вот, чекан происходит от Ярки, Да. Чика. А Ярка то была тоже пушнину, она у всех норок понаходит, все, и кабана хватками работала, и пушнину. До пушнины было, убегит, вот бывало, у меня же когда она была, убегит сюда вот, на бердушку на эту там, и день может копать этих норок, бобров там, вечером уже начинаю так вот часов 10 кормить, там, ну, это вот темно уже, бля. Собаки начинают лаять, вот Брося придет, понимаешь, вот вязкость такая у нее была. Или кота там загонит, если выскочит с вольера, загонит кота, будет день облаивать его, сидеть он. Считаю, что щенка надо развивать. Ты собаки приедешь на вольер, их у лес не водят, но уже когда подходят к калитке, я видел таких собак, вроде бы сильно работают, но когда вот... Уровень экспертов тоже разный. Собак, как и этот, свой прием нашел, пока он ее не Кстати, убьет, бля. Да, и не маленький ж кабан, это же не сигалеток там был, а хороший. Который смотрел за вольером, вышел, сказал, этих больше сюда не пускать. Кабана жалко. Начинают смертники, это не Да. зная, не поговорил с владельцем, уже начинают вешать ярлык. Нашел этого кабана, один кабан был на весь лес, и то нашел его. А как работает кучум, то могут делать со зверем, даже с крупным зверем, это русско-европейские лайки. Зачастую в гибели серьезных собак виноваты сами владельцы. Блин, что-то случилось, надо двигаться быстрее. Володя уже разозлился, говорит, я поплыву. Вода ледяная, ни ног, говорит, ничего не чувствую. Такая была кровавая пена. Как они вышли, уже упали на дорогу и все.